Привет, друзья! Первые 10 трюков на BMX. Погнали! Рад приветствовать вас, дорогие друзья! Меня зовут Владимир Исаев, я профессиональный BMX-райдер и по совместительству владелец и тренер Новочеркасской BMX-школы. Я решил записать это видео для новичков, то есть для ребят и девчат, которые только начинают свой путь в мире BMX. Что же, буду для вас наставником и покажу первые 10 трюков, с которыми справится абсолютно любой желающий. И неважно, сколько вам лет, 5 или 50. Давайте начнем. Начнем с совсем простых движений для ребят, которые впервые взяли BMX в руки. И первым из них будет движение под названием X-Foot Ride. Берем наш велосипед, катимся на средней скорости, перешагиваем на задние пеги, свою правую ногу переносим на левую педаль, а правую ногу переносим на правую педаль перед правой ногой. Прокручиваем педали вперед и ставим их в горизонтальное положение. Проезжаем так пару метров и выходим путем обратной последовательности действий. Ничего сложного, просто повторяйте за мной. Потом можете научиться перепрыгивать с педалей в X-Foot Ride и выпрыгивать обратно. Следующим движением будет X-Hand Ride. Также катимся на средней скорости. Сперва попробуйте сидя, следом можете делать стоя, зажимая коленями седло. Если седло стоит у вас слишком низко, рекомендую приподнять его. Перехватывайтесь левой рукой за правую грипсу, а правой рукой следом перехватывайтесь за левую грипсу. Проезжаете так пару метров, можете покрутить педали и выходите в исходное положение путем обратной последовательности действий. Когда поверите в себя, пробуйте одновременно перехватываться двумя руками. Но не забываем зажимать коленями седло. Чтобы еще усложнить это движение, вам необходимо сделать X-Up. Развернуть руль на 180 градусов и не отпуская его, кисти в этом положении будут вывернуты внешней стороной ладони от вас. Сначала потренируйтесь, стоя ногами на земле, потом уже пробуйте на ходу. Выходом будет обратный разворот руля в исходное положение. Называется этот трюк X-Ride. Прежде чем пробовать X-Up, стоит сперва освоить барспин. Обо всем по порядку. Катимся на маленькой скорости, ставим любую ногу на заднюю пегу, у меня это левая нога, зажимаем коленями седло и разворачиваем руль на 180 градусов. Как видите, я вращаю руль против часовой стрелки. Отпускаю правую руку, в этот момент левой рукой закручиваю руль, как будто перекладываю руль из одной руки в другую. Следовательно, левой закручиваю, правой рукой ловлю первой и потом уже хватаюсь левой рукой. Ваша задача научиться разворачивать так руль 2 раза, чтобы вы возвращались в исходное положение. При этом важно освоить, что вы закручиваете руль одной рукой, а второй рукой вы ловите. Вы не закручиваете двумя руками и не скрещиваете их. Это часто распространенная ошибка у новичков. Когда научились, пробуйте сделать полный оборот руля. Для этого нужно закрутить его посильнее и чуть дольше подождать. Когда освоите полный оборот руля, старайтесь сделать барспин стоя на педалях. Если это движение далось вам легко, стоит попробовать сделать чикен барспин, то есть приподнять переднее колесо и сделать барспин в воздухе. Лучше сперва научиться так, стоя одной ногой на задней пеге. Потом поймете, как это сделать на педалях. Главное, еще раз повторяю, зажимайте коленями седло, отодвигайте пятую точку назад, чтобы создать пространство для руля и не зацепиться, а одежду. А плечами наоборот, зависайте над велосипедом. Я знаю, у вас все получится. Четвертый трюк Merry Go Round. Самый бесполезный, на мой взгляд, трюк, из которого вам главное усвоить, как ложить велосипед на землю и как поднимать его, не касаясь ногами земли. Важно! Для выполнения этого трюка вам потребуется фрикостер. Если простыми словами, это втулка, которая устроена так, что когда ваше заднее колесо вращается назад, ваши педали стоят на месте, что нам и нужно. Я качусь на минимальной скорости на пегах с левой стороны, опускаю велосипед на землю. Далее есть 2 вариации выполнения этого трюка. Попробуйте обе и выберите, какая вам больше нравится. Первая, вы катитесь на 2 пегах с одной стороны, я это делаю с левой, опускаю велосипед на землю, меняю положение правой ноги, проверяю, отщелкнут ли фрикостер путем проворота педали назад, и следующим движением я включаю задний ход и начинаю вращать колесо левой рукой. За счет того, что велосипед лежит на земле на вашей задней пеге. Велосипед, словно циркуль, начинает рисовать круг. Делаем полный оборот, разворачиваем руль, переносим левую ногу на педаль, ставим правую ногу в удобное положение на пеге, поднимаем плавно велосипед вверх, хватаемся сначала правой рукой за руль и следом немедленно ставим правую ногу на педаль.
Удерживаем баланс, нажимаем педали и уезжаем. Вторая вариация отличается тем, что вы стоите ведущей ногой на педали. Разворачиваете руль на 90 градусов против часовой стрелки. Левой рукой придерживаете седло, а правой подкручиваете заднее колесо. Принцип один и тот же. Не рекомендую вообще тратить много времени на этот трюк. В будущем он вам никак не пригодится. Но уметь поднимать велосипед и начинать ехать будет полезным. Пятый. Фуджем. Это базовый трюк, про который я вам уже рассказывал в прошлом ролике про Фуджем Tail Whip. Едем на средней скорости, вставляем ногу в переднее колесо, можно использовать передний тормоз, если он у вас есть. Переносим вес тела на ведущую ногу, замираем на секунду, опускаем заднее колесо и возвращаем ногу на педаль. Ничего сложного, справится даже ребенок. Получилось? Ну конечно, я вас даже не сомневался. На 6-е место я решил поставить трюк банни-хоп. Это несложный трюк, если вы не весите 30 кг, а ваш велосипед 15 кг. Когда мне было 10 лет, ситуация была именно такая. Поэтому я даже не мог оторвать велосипед от земли. Все, что нужно вам знать, что есть 3 этапа. Первый – это нужно научиться хоп, то есть подпрыгивать двумя колесами одновременно. Ну как в GTA, жмете на пробел и взлетаете. Далее нужно уметь отрывать переднее колесо как можно выше и заднее путем поддергивания ногами педалей. И потом соединяете два движения. Сначала поднимаете переднее колесо и прыгаете вверх, и незамедлительно поддергиваете заднее. Не будем супер подробно останавливаться на этом трюке, краткую теорию вы знаете, на бордюр запрыгнуть сможете. Пока что вам хватит. Итак, следующий трюк – езда задом наперед. Становимся в положение, как на видео, беремся руками за руль, ставим одну ногу на педаль, отталкиваемся и ставим вторую ногу на педаль. Попой садимся на руль. Ваша задача научиться ездить в таком положении. Потребуется некоторое время, чтобы почувствовать баланс. Когда сможете проехать метров 10 или 2 круга, попробуйте вход и выход. Заход. Я качусь с левой стороны, левой ногой на передней пеге, затем правую ногу ставим в обратном положении на левую педаль. И следом левую ногу ставим в обратном положении на правую переднюю пегу. По очереди меняем руки, едем задом наперед. Для выхода я переставляю правую ногу на переднюю правую пегу. В таком положении меняю руки, одновременно разворачивая корпус и далее возвращаюсь в исходное положение. Мы добрались до топ-3 самых трудных первых 10 трюков. И 8-ю строчку моего рейтинга занимает трюк фейки. Я рекомендую учиться его от стены, в моем случае от бордюра. Смысл заключается в том, что вы подъезжаете к стене, врезаетесь в нее передним колесом и пытаетесь отпружинить, чтобы покатиться назад. Следовательно, если у вас кассетная втулка, вам необходимо вращать педали назад. Если фрикостер, то просто ловить баланс. Я думаю, вам не составит большого труда хоть как-нибудь оттолкнуться, проехать до 1 метра на фейке и покатиться вперед. Но чтобы почувствовать хорошо этот трюк, должно пройти достаточно времени. Также неплохо учиться его на каком-нибудь подкате. Заезжайте в горку, останавливайтесь и пытайтесь скатиться задом. Думаю, здесь все понятно. 9-й пэг-вилли. Первый ваш баланс на одном колесе. И базовый трюк для всех вращений на заднем. На самом деле трюк непростой, но в то же время его очень легко научиться, потому что здесь нет никаких сложностей со входом и выходом. Просто разгоняйтесь побыстрее, поднимайте переднее колесо и пытайтесь поймать баланс. Дам вам несколько советов. Не сгибайте руки, давить побольше опорной ногой. И самое главное, работать свободной ногой. Перед входом делайте замах, поддергивайте велосипед, но не пытайтесь просто поднять переднее колесо. Вам нужно сместить центр тяжести посередине заднего колеса. Знатоки, поправьте меня, если я неправильно сказал. Короче, вам нужно поймать точку баланса и удерживать ее. Когда станет более-менее получаться, пробуйте на 2 ногах. Принцип схожий. И также можете попробовать на оппозитной ноге. Ну что же, 9 уровней позади, остался последний мега уровень. Босс Basic. Basic, кстати, переводится с английского как базовый или основной. Поехали! Разобьем его на 3 части. Баланс, вход и выход. И учить его мы начнем с баланса. Становимся в положение, как на видео. Беремся за руль 2 руками. Ставим опорную ногу на пегу. У меня это левая нога. Я ее ставлю посередине пеги, не на носок и не на пятку. Притык к вилке. Отталкиваемся свободной ногой от земли. И задача поймать баланс в таком положении и подскафить колесо.
то есть ритмично его подкручивать, чтобы поддерживать или набирать скорость. Плечами наклоняйтесь над рулем и сильно не отклоняйте таз назад, чтобы заднее колесо не отрывалось от земли. Скаф осуществляем ровной ногой, плавно. Подошва обуви не должна проскальзывать. Вы должны делать примерно по четверти оборота колеса. Чередуйте с вариацией, держась за седло рукой. Вы должны уметь и так, и так. Вам это 100% пригодится в будущем. Когда смогли проехать метров 10 или один полноценный круг, можно пробовать вход и выход. Начнем с выхода. Здесь вашей задачей будет слегка подпрыгнуть и поменять ногу на той же самой пеги. И затем, отклонив велосипед, дотянуться свободной ногой до задней пеги. Положить велосипед на землю и перехватиться руками. Дальше вы знаете, как поднять велосипед с земли. Перед тем, как прыгать на другую ногу, рекомендую сперва попробовать проехаться в таком положении, чтобы почувствовать баланс. Вход. Это разворот на переднем колесе на 180 градусов. Я рекомендую своим ученикам сразу незамедлительно делать подскав после разворота, чтобы принудительно задать направление движения. Соединяйте 3 кусочка и трюк готов. Потом со временем поймете, как не ложить велосипед на землю, а делать выход на ходу. Это придет с опытом. Если вы смогли научиться эти первые 10 трюков, мое почтение, ребята. С таким запасом трюков не стыдно поехать на свои первые, хоть и любительские соревнования, а также снять свой первый видеопрофайл и смонтировать его под любимую музыку. Дерзайте! Ну а я в свою очередь желаю вам не сдаваться, не опускать руки. Все приходит со временем, даже я учился Basic целый год. Так что тяжелый труд всегда приносит результат. Снимайте ваш прогресс на видео, выкладывайте в социальные сети, отмечайте меня, будем делиться новыми трюками. Также задавайте интересующие вас вопросы в комментариях, я все читаю, всем отвечаю. Не забывайте ставить лайк и, конечно же, подписка на канал. С вами был ваш наставник Владимир Исаев. Всех крепко обнимаю. Flatland жив. И до новых встреч. Пока-пока.